Всем привет! Сегодня хотелось бы поболтать про кайтинг в Литве. Расскажу про какой-то свой опыт, какие споты удалось посетить и чем они для меня оказались характерными. Сейчас открою карту. И поехали. Литва достаточно небольшая страна, которая одной стороной примыкает к Балтийскому морю. У Литвы нет прямого такого большого протяжения пляжа, и нет, наверное, таких выраженных именно кайтовых, как сказать, спотов, ну, чисто кайтовых. Есть места, где люди катают. Вот. А в глубине страны есть озера, люди катают на озерах, есть какие-то вейковые лебедки, где, наверное, фристайлеры тренируются. Основная, наверное, кайтовая тусовка сосредоточена вокруг города Клайпеда. Вот. В 40 километрах примерно от Клайпеды находится один из знаменитых, достаточно известных спотов. Это Свенцеле. Вот он здесь. Свенцеле — это небольшая такая, я бы сказал, дорогая деревенька, где у богатых людей дачи стоят. Но если стоять спиной к морю слева, находятся несколько кемпингов и, такие места, где можно запустить кайт. В сезон там трафик, серьезный, там бывают сотни кайтов. Есть флэт-зоны, есть такие специфические в камышах дырки, где в основном фристайлеры тусуются, либо люди, которые делают трюки. Нигде это особо не написано, но там есть свои правила, как они там действуют. Они такую карусель крутят вокруг. И новичкам или таким незнающим людям лучше туда не запрыгивать, потому что будете всем мешать. Что касается гидрофойла, не могу сказать, что Свенцеле идеальный спот для гидрофойла, но мне нравится. Достаточно широкая мель, нужно пройти ногами метров, наверное, 200 по воде, чтобы нормально покататься. И в сезон очень много плавает травы подводной. Падаешь постоянно, если не уйти. Там где-то посередине, наверное, вот этого залива есть такой как бы судоходная часть. Там особо травы нету. Туда еще нужно выплыть. Но, с другой стороны, ко всему можно относиться позитивно, и трава тоже, это же не камни. Трава, зацепил, остановился, кайт в зенит, снял траву и поехал. Для твинтиперов это вполне себе отличное место. Кроме Свенцеля, по этому же берегу есть еще споты. Там как бы можно просто приехать в регион и найти там спот, это не проблема. Работает, когда дует либо с моря, либо, наверное, сайд-шор, сайд-оншор. В офшор ветер будет рваный, и вообще в офшор по всему направлению лучше не кататься. Единственное исключение, что работает в офшор, это можно сесть на паром в Клайпеде, переехать вот здесь на пароме, и по косе, по Куршской косе доехать до одного из спотов. Например, самый известный, наверное, такой это Нида. Там очень прикольно кататься. Нида это спот, который работает под все направления. Там можно найти под любое направление ветра место, где можно кататься. Почему тогда не кататься на Ниде все время? Во-первых, паром стоит денег. А второе, в туристический сезон там есть экологический налог достаточно большой. И, это дорого. Просто. То есть в сезон я не ездил, там, наверное, с парковкой будет что-то. После сезона, конечно, все дешевле намного, но в сезон вполне можно заплатить где-то 20-ку за паром с машиной. И, по-моему, где-то 20-30 будет экологический налог на день. Поэтому, если ехать, то ехать в какой-то компанией на какой-то большой тачке, чтобы можно было, как-то скинуться на всех, и тогда это нормально.
Нида – это последний населенный пункт перед Калининградской областью. Вот. Ну и, соответственно, такая же штука. То есть, если дует с моря, то можно перейти, там отличные пляжи, где-то поднять кайт, покататься. Если дует с суши, то нужно кататься в заливе. По моим ощущениям, залив со стороны Ниды гораздо более пригодный для гидрофойла, чем со стороны Свенцеля. Глубины там чуть побольше, она такая комфортная, примерно по грудь, может там по шею, и глубина приходит раньше. Скажем так, в Ниде катались мало, ну я в крайнем случае, в основном так по случаю. Вот. Теперь переходим к катанию на море. В Клайпеде, по большому счету, город перекрыт от моря портом. То есть даже вот если посмотреть вот эта часть, которая как-то там примыкает, там будет порт. И прямого такого выхода из самой Клайпеды нет. Есть рядом такой небольшая деревенька Мелнораге. Она технически является частью Клайпеды. Там находится вот этот северный причал. Северный причал это по сути кайтовый спот. В сезон вот вся вот эта протяженность пляжа это городской пляж. И там спасатели не дадут запустить как бы кайт, и вообще там много людей, достаточно узкий пляж. Но возле самого вот мола, вот здесь, как бы городской пляж заканчивается, и там есть такое место, где достаточно можно запустить кайт. Это, по сути, кайтовый спот. Когда дует ветер, то там собирается какое-то количество кайтеров. Не очень много, условия там не самые прикольные. Там постоянно месит такая волна достаточно частая, с маленькими промежутками. Есть камни. В случае, если ветер дует на мол, может выбросить на мол. Ну, как бы такое, не для начинающих. И когда ветер дует на там девятку, то, соответственно, там уже это уже вейв. Также на этом споте много серферов бывает, когда качается небольшая волна, то там вот возле этой кафешки Атейк находится несколько серф-школ, и они просто поднимают, и там миллион тюленей есть. Ну, в принципе, учитывая то, что спот находится прямо в Клайпеде, то я там катаюсь иногда после работы. Не могу сказать, что это прям любимое мое место. Нет, не любимое мое место. Оно такое, достаточно advanced для уже опытных ребят. Но если ребята опытные, то там с волны можно прыгнуть очень круто. Волна такая достаточно дерзкая и выбрасывает сильно. Но если нет опыта, то вот сильно мешаешься, потому что если дует в берег чисто, то волна приходит со стороны как бы рейла, то есть со стороны пяток, и может сбивать или мешать вырезаться. Вот. Если времени побольше, есть тачка, то можно проехать от Северного мола в сторону Латвии. И тут будет у нас... Сейчас попытаюсь найти... Есть Паланга, но в Паланге, я не знаю, есть вот здесь вот такой выход реки Швинтой. И вот здесь отличный спот. Мы здесь катались несколько раз. Кайт в разное время можно разложить либо с этой стороны, либо слева, либо справа. Во-первых, как видно, в районе Швинтой здесь есть Монтишкес, так называемый спот. Вот Монтишкес. Здесь очень широкий пляж. Очень широкий, очень большой пляж, и поэтому там не так сильно чувствуется трафик. И это, наверное, мой любимый спот. Но, опять же, такой же момент. Это море, поэтому там есть волна. Если дует хорошо, то волна поднимается у берега, чоп, вот этот бич-брейк, так называемый. Может быть метр, может быть больше. Вот, и он такой тоже без особых промежутков идет сплошняком.
Именно с точки зрения как волны такой красивой, которая длинно ломается, это вот этот старый причал на Швинтое, наверное, получше. И тут, в принципе, под определенное направление можно вот в этой лужице, где вытекает река, можно здесь тут попрыгать или как-то поразвлекаться. Это, достаточно прикольное место. Оп. Вот. И, собственно говоря, вот морские споты, это примерно так. То есть тут есть пошире, возле Швинтое пляж пошире, наверное, лучше запускаться, больше места. И в сторону Северного мола он становится уже. Вот, и совсем узенький, вот здесь. То есть поэтому просто основное как бы отличие, например, того же Северного мола от Швинтое, тем, что в Швинтое будет просто легче запустить кайт. Вот. Дальше, опять же, еврозона, можно проехать 60 километров и очутиться в Латвии. Было время, покатались в Лиепае. Вот, Лиепае вот здесь находится. В Лиепае, наверное... Так, чего-то я... Карты нет. Ну, ладно. Лиепай находится где-то в этом районе. Там достаточно широкий пляж. Он очень похож на Швинтой. Чуть-чуть отличается волна. Не так удобно парковаться, наверное. Лиепай все же такой туристический, как скажем, городок. Но зато есть локальное движение кайтсерферов, у них есть своя тусовка. Ребята очень приветливые, очень веселые, как и, в принципе, в Литве. Вообще, Балтика, как регион, мне для кайтсерфинга очень нравится. Люди очень такие дружественные. Но вода, конечно, не горячая, то есть кататься стоит в правильном оборудовании. Но зато, если есть правильное оборудование, кататься можно круглый год. Море не замерзает, ветра достаточно, как бы вода достаточно теплая, поэтому есть где катнуть. Ну, а с другой стороны, вот, наверное, примерно и все. Дальше, если говорить про Латвию, в Латвии есть еще залив, но я там не был. Интересно, что в районе Лиепаи есть, прямо в самом городе есть прикольное озеро, поэтому, когда дует у них ваджим, то можно кататься на озере, но это все уже детали. Что стоит знать, наверное, так в общих чертах? На Балтике, если говорить про Литву, то все очень просто. Можно приезжать в Клайпеду, и все тут находится в какой-то доступности. Если говорить про Латвию, там уже своя специфика есть. Там большая протяженность береговой линии, и, наверное, спотов будет побольше, скажем так. С другой стороны, через Калининградскую область находится Гданьск, Польша. Там тоже есть своя специфика, но я там не был. Поэтому, наверное, с точки зрения Литвы, Клайпеда оптимальное место жизни для кайтера. Жилье подешевле, чем в Вильнюсе, спотов много, спорт представлен очень хорошо, поэтому приезжайте. Ну и пока.